Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусные пирожки с фаршем. Точно как у бабушки. Возьмем 300 мл теплого молока, добавим 1 столовую ложку сахара и 8-9 грамм сухих дрожжей. Все тщательно перемешаем венчиком до растворения сахара и дрожжей. Добавим сначала 4 столовые ложки муки и смешаем так, чтобы не осталось комочков. А потом добавим еще 3 столовые ложки муки и смешаем миксером до однородной массы. Опара для теста готова. Поставим ее в теплое место до увеличения в объеме, примерно на 20 минут. Приготовим начинку. 1 головку репчатого лука мелко нарежем кубиками. На разогретой сковороде на растительном масле немного обжарим нарезанный лук. Сюда же добавим 350 грамм мясного фарша и обжарим все вместе. Добавим немного соли, черного молотого перца и сладкой паприки. В отдельной кастрюле я сварила 50 грамм риса. Отваренный рис добавляем к фаршу. Готовую начинку оставим остывать. Теперь можем готовить тесто. Для этого 2 куриных яйца смешаем с 3 столовыми ложками сахара. Добавим половину чайной ложки соли, 40 грамм сливочного масла комнатной температуры и смешаем миксером снова. Введем 1 стакан муки и перемешаем. Сейчас можно добавить нашу опару, которая стояла в тепле и хорошенько поднялась. Еще 1 стакан муки и замешиваем тесто. Третий стакан муки будем добавлять постепенно. Тесто должно получиться мягким и совсем немного липнуть к рукам. Возможно, вам муки понадобится больше. Все зависит от того, насколько большие ложки муки вы использовали для опары, а также в зависимости от самой муки. Она бывает разная. Тесту даем постоять минут 15 и можно приступать к лепке пирожков. Кстати, не забудьте подписаться на мой канал и обязательно нажмите на колокольчик. Так вы не пропустите новые вкусные рецепты, которыми я буду делиться с вами. Сначала тесто разделим на 2 части и каждую часть поделим еще пополам. Желательно, чтобы на каждый пирожок уходило примерно 40 грамм теста. Так я и делала. Сначала взвешивала, а потом делила на части по 40 грамм.
Каждый шарик раскатываем скалкой, чтобы получился плоский круг, на который можно уложить начинку. Ложкой накладываем начинку и закрываем тесто с двух сторон. Скрепляем слегка пальцами. Переворачиваем его, и получается вот такой пирожок. Все то же самое повторяем с оставшимся тестом. Также напомню, что полный рецепт вы можете посмотреть в описании под видео. Пирожки выкладываем на пергаментную бумагу. Смешиваем 1 яичный желток с 2 столовыми ложками молока. И этой смесью смазываем тесто сверху. Также сверху я посыпала кунжутными семечками. В духовку, разогретую до 50 градусов, ставим пирожки на 15 минут. И далее, не открывая духовку, включаем разогрев до 180 градусов. Выпекаем 20 минут. Пирожки получаются румяными, очень ровными и невероятно аппетитными. Давайте посмотрим, какие они получились изнутри. Начинка ровно в центре самого пирожка, а тесто воздушное и нежное. Всем очень рекомендую этот рецепт. Приятного аппетита!